Самой массово выпускаемой бронемашиной в истории является британский бронетранспортер Brand Carrier или Universal Carrier. Всего было построено 110 тысяч машин в различных модификациях. Будучи простым в производстве, этот БТР широко выпускался в британских доминионах, в частности, в Австралии. Машина также производилась и в Новой Зеландии. Они немного отличались от оригинального британского стандарта, так как производство было локальным, поэтому использовались детали, доступные в регионе. Например, на австралийскую модификацию LP Carrier устанавливался двигатель Ford V8 с боковым расположением клапанов и мощностью 85 лошадиных сил. Австралийская модификация этого БТРа имела несколько названий. Например, Attack Carrier или LP2A2 Pounder. Это был значительно модифицированный Brand Carrier, вооруженный двухфунтовкой, то есть классической британской 40-мм противотанковой пушкой. Для этого двигатель был перенесен в переднюю левую часть машины. Место мехвода осталось впереди справа. В задней части машины установили двухфунтовую пушку, а также нашли место примерно для 120 40-мм снарядов. Ближе к корме установлен бак для воды, поэтому кроме запаса топлива есть и запас воды, ведь в Австралии довольно засушливо, так что это неплохая идея. Отмечу также, что место мехвода довольно необычное. Он фактически сидит на полу корпуса. У него нет сидения в привычном смысле этого слова, лишь небольшая подушка и сразу под ней пол. Наводчик располагался на сиденье, прикрепленном к орудию, а остальные 3 члена экипажа передвигались в походном положении перед орудием и позади мехвода и двигателя. Когда нужно было открыть огонь, они вставали со своих мест и складывали откидные сиденья, которые исчезали в корпусе машины, тем самым оставляя орудию пространство для маневра. Орудие очень простое. Оно установлено за орудийным щитом, который обеспечивает простейшую защиту от фронтального огня, но не от флангового. Вообще, эта машина вряд ли переживет даже винтовочный огонь. Но во всяком случае, основные ее элементы останутся более-менее целыми. В отличие от двухфунтовых пушек с плечевым упором, которые устанавливались на танке, это орудие снабжено приводами вертикального и горизонтального наведения. Если нужно резко повернуть орудие, надо выжать эту педаль, но не до конца. Это отключит ручной привод, и можно быстро повернуть орудие и навести его на новую цель, если на пути нет никаких препятствий. Затем нужно отпустить педаль, и приводная система вновь заработает для более точного наведения. Очень умное решение. Система управления типична для Universal Carrier'ов, но совсем не типична для гусеничных машин. Для начала мехвод забирался в машину. Переключатель передач находится над его левым плечом, так что приходилось тянуться назад, чтобы переключить передачу. Рулевое колесо находится впереди. Обычно для управления на танках переключается скорость, с которой вращаются гусеницы. Танк будет поворачивать в ту сторону, с которой гусеница крутится медленнее. Но на таких машинах, как Carrier, Тетрарх, Алекта и Гарри Гопкинс, применялась система изгибания гусениц. При повороте руля на данной машине опорные катки поворачивались налево или направо, тем самым изгибая гусеницы. Это позволяло изменять направление движения, не сбавляя скорости, не применяя тормоз и не снижая мощности двигателя. И машина при этом легко управлялась. Если же повернуть руль очень резко, одна из гусениц полностью заблокируется, и машина будет вращаться на месте. Разворачивается она очень быстро, особенно если при начале маневра была большая скорость. Отделение с боезапасом для пулемета Брен находилось позади мехвода. Кроме того, экипаж был вооружен винтовками и автоматами. Несмотря на то, что двигатель был перенесен вперед, места вокруг него достаточно. Трансмиссия находится сзади. Карданный вал проходит через весь корпус под орудием и соединяется с простым дифференциалом на задней оси машины. Узкие звенья гусениц являются заметной особенностью Brand-Carrier'ов. Каждая гусеница состоит примерно из 160 звеньев, поэтому гусеницы очень гибкие, но обслуживать их крайне утомительно. Все австралийские Carrier'ы были модели LP2A.
Оригинальные местные модификации были очень ненадежны, но после замены некоторых деталей и ряда других улучшений получилась пригодная для боевого применения модель. Около 200 машин было построено на заводе Metropolitan Gas в Мельбурне. Но в боевых действиях они не участвовали и создавались для чрезвычайных ситуаций, например, для защиты от вторжения. В то время Австралия опасалась японской десантной операции. Против японских танков Кэрриеры были бы очень эффективны. Двухфунтовые пушки могли справиться с любой японской техникой того времени. Но когда эти машины стали применяться в разных регионах, в частности в Северной Африке, двухфунтовая пушка уже не была такой эффективной. Британцы получали технику из США, и это, естественно, сказалось на вооружении стран Содружества. Двухфунтовую пушку сочли как минимум устаревшей. Она была неэффективна против новых немецких танков, поэтому LP-2 стал не нужен. С тех пор его стали использовать в качестве учебной машины. Австралийцы могут по праву гордиться этой техникой. Она выполняла задачу, для которой создавалась, то есть несла двухфунтовую противотанковую пушку. Также машина была очень легкой, мобильной, эффективной и производилась на местных заводах. Кэрриеры всегда были очень популярны у коллекционеров, потому что они небольшие и их легко перевозить. А LP-2 — это не только небольшая, легко транспортируемая бронированная машина, но у нее еще есть и противотанковое орудие. О чем еще можно мечтать? Конкретно эта машина оказалась здесь, в Калифорнии, и скоро найдет себе нового хозяина. И не забудьте посмотреть обзор танка М41 Walker Bulldog, если еще этого не сделали. Или откройте плейлист и узнаете, в каких еще танках мы побывали.